техники были свои задачи. Тяжелые и средние предназначались для прорыва обороны противника и ведения боя с танками врага. Легкие же предназначались для разведки и борьбы с наступающей пехотой противника. На деле, конечно, все было сложнее, и легким танкам Красной Армии порой приходилось выполнять несвойственную для них работу — атаковать в лоб вражеские укрепления, вследствие чего они несли неоправданно высокие потери. Нельзя сказать, что руководство советских вооруженных сил перед началом Великой Отечественной войны уделяло мало внимания выпуску легких танков для Красной Армии. Были приняты на вооружение и изготовлялись в большом количестве танки с противопульной броней и пулеметным вооружением. По замыслу конструкторов, эти небольшие двухместные танки могли незаметно для противника проникнуть через линию фронта, провести там разведку и доставить в свой штаб полученные данные. К тому же многие из легких танков могли плавать, что позволяло им самостоятельно форсировать водные преграды и благополучно обходить выставленные у мостов и бродов вражеские заставы. Но в начальный период Великой Отечественной войны легкие танки РКК часто использовались советскими командирами на поле боя в качестве линейных танков. Тонкая броня их легко пробивалась не только снарядами противотанковой артиллерии, но даже и бронебойными пулями, выпущенными из обычного стрелкового оружия. В результате к первой военной зиме легкие танки Красной Армии были почти все выбиты, и наши танковые части могли остаться без бронированных разведчиков. Вскоре после начала войны инженер-конструктор Московского завода номер 37 Николай Астров получил указание приостановить выпуск легкого плавающего танка Т-40 и приступить к разработке легкого танка непосредственной поддержки пехоты Т-50. Но эта машина, несмотря на все ее неоспоримые достоинства, была сложна в производстве, и выпускаться она должна была на Кировском заводе в Ленинграде. Немцы же рвались к городу на Неве, и Кировский завод, как и многие другие предприятия северной столицы, готовили к эвакуации. И тогда Астров в сравнительно короткое время со своими коллегами разработал новый легкий танк, который мог заменить уже снятый с производства танк Т-40. В отличие от него Т-60, а именно так назвали новый танк, был вооружен уже не крупнокалиберным пулеметом, а легкой 20-миллиметровой автоматической пушкой, да и броня его была усилена. Но все прекрасно понимали, что Т-60 — лишь временная альтернатива легкого танка для РКК, который должен был стать основным массовым танком войны. В описании. А Николай Астров был направлен в Горький, чтобы там на знаменитом ГАЗе продолжить работу над новым легким танком. Уже в сентябре 1941 года был предложен проект танка, сердцем которого должна была стать спарка двух автомобильных двигателей, длительное время выпускавшихся на Горьковском автозаводе. Двигатели ГАЗ-202 мощностью 70 лошадиных сил последовательно соединялись друг с другом. Эту силовую установку удалось разместить в бронекорпусе той же компоновочной схемы, что и у Т-60, но большая длина спарки потребовала удлинения корпуса и добавления пятого опорного катка на борт. В качестве основного вооружения нового танка предусматривалась модифицированная 45-миллиметровая танковая пушка образца 1938 года, установленная в литой обтекаемой башне и спаренная с пулеметом ДТ. В ходе испытаний выяснилось, что литая башня продемонстрировала плохую стойкость даже к огню немецких 20-миллиметровых пушек, а утолщение ее брони было невозможно по целому ряду конструктивных и производственных причин. Пришлось оснастить новый танк сварной шестигранной башней. Работа над Т-70 началась в январе 1942 года и по ряду объективных причин шла довольно медленно. Завершить ее удалось только 14 февраля, после чего танк отправили в Москву, где он был показан представителям Главного автобронетанкового управления. У военных новая машина большого энтузиазма не вызвала. Основной ее недостаток, по их мнению, заключался в том, что в башне мог разместиться только один человек, который одновременно был командиром танка, наводчиком орудия и заряжающим. Впрочем, обстановка была такова, что даже со всеми выявленными недостатками легкий танк был крайне нужен нашим механизированным частям. К тому же Николай Астров обещал продолжить работу и разработать для него новую двухместную башню. Надо сказать, что слово свое конструктор сдержал, и в декабре 1942 года в серию пошел танк Т-80 с двухместной башней, который был выпущен небольшой серией. Легкий танк Т-70 имел компоновочную схему, типичную для советских легких танков того времени.
Танк имел 5 отделений: трансмиссионное, отделение управления, моторное отделение, боевое отделение и кормовое отделение, где располагались топливные баки и радиатор двигателя. Эта компоновочная схема имела свои достоинства и недостатки. В частности, переднее расположение трансмиссионного отделения приводило к их повышенной уязвимости. С другой стороны, в отличие от советских средних и тяжелых танков, в Т-70 топливные баки находились вне боевого отделения в изолированном броневой переборкой отсеке, что снижало риск возникновения пожара при поражении танка, особенно высокий для машины с бензиновым двигателем, и сильно повышало выживаемость экипажа. К другим преимуществам выбранной компоновки можно отнести небольшую высоту и общую массу. Как следствие, возрастали динамические характеристики танка, и для него не требовался мощный специализированный двигатель. Экипаж танка состоял из 2 человек, механика-водителя и командира танка. Впервые в бой Т-70 пошли летом 1942 года на юго-западном направлении. Танкистам Красной Армии пришлось убедиться в невысокой боевой эффективности машины как против вражеской бронетехники, так и при поддержке своей пехоты. «Семидесятка» не могла бороться с наиболее распространенными немецкими танками, а в качестве танка непосредственной поддержки пехоты у нее была недостаточная броневая защита. Некоторой защитой служили только небольшие размеры и неплохая подвижность. По этой причине Т-70, как правило, использовались в разведывательных ротах танковых бригад. Танки Т-70 достаточно успешно проявили себя в ходе наступления 24-го танкового корпуса на станицу Тацинскую под Сталинградом. Апогеем же боевого применения «семидесятки» стала битва под Курском. Т-70 составляли значительную часть советского танкового парка из 1487 танков. Центрального фронта 369, около 22% были Т-70. В ходе начавшегося рано утром 5 июля 1943 года сражения Т-70, как и все остальные типы советских и поставленных по ленд-лизу танков, понесли тяжелые потери. Во встречном танковом бою Т-70 поражался без проблем, но интересным является тот факт, что процент безвозвратных потерь у бензиновых танков оказался ниже, чем у дизельных, и лучше бронированных Т-34. В частности, в знаменитом бою 12 июля среди других частей участвовали 212 танков из САУ-29-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии. Из них 122 были Т-34, 70 Т-70. Подсчет потерь после боя показал, что противник вывел из строя 95 Т-34 и 35 Т-70. Безвозвратные потери составили 75 Т-34, 60% от общего числа выведенных из строя машин данного типа, и 28, это 40% Т-70. Число уцелевших и пригодных для ремонта 42 единицы из 70, это 60%. Т-70 было существенно больше, чем у Т-34, 47 из 122, то есть 39%. После прекращения выпуска в октябре 1943 года Т-70 стали исчезать из советских частей. Чаще всего они использовались как учебные или как командирские машины в подразделениях самоходной артиллерии, вооруженных Су-76М. Тем не менее, эти танки воевали до мая 1945 года. Надежность силовой установки и ходовой части Т-70 была выше, чем у Т-34, что позволяло совершать длительные марши. «Семидесятка» была малошумной, чем опять-таки резко отличалась от ревущей двигателем 34-ки, которую ночью, например, было слышно за 1,5 километра. А их преимущества в мобильности придавали компактность и маневренность, делали Т-70 полезнее многих других танков. До октября 1943 года было выпущено более 8 тысяч этих маленьких танков, что делает эту машину самым массовым танком Великой Отечественной после Т-34. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, то поблагодарить меня можно на моей странице на Бусти. Подписывайтесь на Макс, Телеграм и ВК. Увидимся в новом видео. Пока-пока.